Всем привет! Многие уже, наверное, соскучились за работой. Работа у меня идет, знаете. Я собираю ролики, чтобы, скомпоновать более компактно это все. Сегодня вам будет видео про душевую кабинку, как я делал. Делаю уже также и фасад. Я просто разделяю работы. Вот если солнце, погода нормальная, занимаюсь фасадом. Дождь начинается, у меня всегда есть что делать внутри. То есть это очень удобно. Всем новым зрителям на канале повторяю, если хотите понять, подписаться, не подписаться на мой канал, смотрите какие-то другие ролики, так вы поймете, о чем вообще канал. Потому что некоторые смотрят один ролик последний, мне вообще такой комментарий, я в шоке написали. 8 минут ты взял что-то у чата GPT, там ролик вообще о другом. Я рассказываю о своей жизни, о своей, что это невозможно нигде вычитать. Она допарилась до 8 каких-то минут, там начала. Поймите, я ничего не беру у чата GPT. Либо я его, да, могу использовать, сейчас его все используют, это глупо не использовать. Но он мне помогает сформулировать, может, какую-то фразу. Я это все совмещаю потом вместе. Да, иногда я с ним даже могу и советоваться, работать, но основная эта идея-то моя, он вам ничего, он просто робот, он не составит вам какого-то там текста по вашей теме, по вашему каналу. И напоминаю, что какие вы там как бы не умничали, все, что вы знаете, все, в чем вы умный, вы все равно где-то что-то прочитали, где-то что-то увидели, где-то что-то услышали и думаете, вот я гений. Ну поймите, вот 2 минуты буквально вступление, что я на этой вилле работаю. Да, во-первых, скучно, просто не с кем пообщаться. Хотя у меня есть телефон и общение, я могу не вылазить с телефона. Работа, такие места вас отвлекают от вот этих вот какого-то общения со странными людьми. Но мне жалко просто таких людей. Вот когда вы зацикливаетесь, так же и по ремонту, когда вы зацикливаетесь на какой-то мелочи, сейчас тоже можно будет меня кучу недостатков найти, поймите, вот чем мне нравится хозяйка этого дома и как мыслю я. Я мыслю обширно, в общем. Так же, как и Свете важно. Важно сделать этот дом, понимаете, чтобы он был жилой. Не важно какие-то мелочи, больше, меньше, лучше, у вас так, а здесь не так. Важно, что он будет в нормальном состоянии. Все эти мелочи потом легко на протяжении многих лет, а я думаю, что со Светой мы еще будем дружить, продавать она его не будет, этот дом. Все это разваливать не будем. Вот это вот стекло, видите, оно разбитое. Оно стоит новое. Стекольщик привез. Я его говорю, наверное, не ставь, потому что какой смысл, если все это будет разбиваться. Ну, как-нибудь уже поставим. В общем, работы много, все становится уютно, интересно. Так, ну и как вам мое лежбище здесь? Моя жена Валентина пришла, мне помогла уборочку сделать. Сейчас включаю телевизор и отдыхать. И мой вам совет просто вот любимым моим подписчикам. Не зацикливайтесь на мелочах. Они вам портят жизнь, ломают жизнь. Смотрите более глобально, более обширно. И тогда ваш маленький какой-то недостаток на фоне каких-то больших, интересных, позитивных событий, он будет сглаживаться. А некоторые просто собирают весь негатив. Вот это вот бедные люди, господи. Это плохо, какие-то фразы хватают. Что-то у меня губы пересохли, что-то я там трясусь. Бляха-муха, чтобы любого из вас поставил на свое место, и вы неделю делали тот объем работ, который я делаю, учитывая YouTube, все работы, все какие-то ответы на комментарии. Это разные люди, и я каждому отвечаю лично, а не просто там «привет, хорошо». Ну, некоторым и так. То есть у меня такой объем информации и планы еще на следующую неделю столько, что я не успеваю все рассказать. Поэтому все мои ошибочки проглатывайте. Я не диктор, и я могу, да, сосредоточиться, написать себе сценарий, размять горлышко, губы там и все остальное.
У меня канал просто для вашего отдыха. И я хочу, чтобы вы на нем отдыхали. Просто смотрите видео, просто смотрите жизнь одного чувака. И все. Посмотрели и живете дальше. Что-то урвали себе полезное? Хорошо. Не урвали? Может, в следующем видео будет. Смотрим видео. Кто забыл, здесь стоял маленький поддон для душа. Слева стояла биде. Все это мы разбили, поменяли. Переделали сливную трубу. Ну и дальше смотрите процесс. Так, теперь показываю, что у меня здесь получилось. Не показывал, как я вырезал это все. Здесь я выдолбал. Здесь я выдолбал и вырезал. Но теперь получается проблема. Эта стена, причем это не Марьяна так сделала, она такая была. У нее нету 90 градусов. Кстати, когда подготавливаете стены, это самое главное правило для ванной и душевых кабинок. Теперь у меня не получается здесь, оно должно зайти слегка в стену. Теперь мне надо эти два угла продолбать. И этот угол тоже, чтобы оно вошло туда. Здесь я решил, что я сделаю типа полочки. Такой, это место никак не играет там для удобства, а здесь мне будет просто удобнее поставить эту плиту, и плюс будет готовая полочка под шампунь, под всякую фигню. Ну, посмотрите. Марьяны сегодня нету, я чухонечко спокойно поработаю, надо уборку сделать, у меня здесь беда, даже не хочу показывать. Вот такую железяку я там в потолке надыбал. Есть у меня против ржавчины эта штука. Сейчас я ее пройду. И все, пусть съедает ее. Баллончик цинка у меня был, ну и цинком покрасил. Все, еще поживет лет 10. Здесь все подсохло, клеем я прошел. Ну и сейчас надо пройти вот этой вот, тоже такая резина жидкая. Это порошок, который я тоже развожу с водой. Я, кстати, у меня есть там бумажка, как она называется, но это не то, что я покупал. Это я работал на фирме, у них там было много. Я чуть взял на пробу. Ну как пробу? Пробовал я и там. И все это надо макаром пройти, и эту стену тоже. Еще чуть-чуть не высохла, но ничего, то вода, эта вода высохнет вместе. Вот видите, это у меня, я этим мазал, а у меня еще остался такой вот, тоже порошок, толку что я покажу. Вот он назывался Aquabayer, что-то такое. Вот тоже классная штука. Мы работали в фирме вот этим. Ну все, прошел я этой всей резиной. Здесь у меня целая ванная получилась резиновая. Тут пусть сохнет. Ну, примерно так должно быть. Конечно, можно было бы лучше больше снять, но не настолько оно уже не будет протекать 100%. Это на всякий случай, вдруг протечет. Плюс я пройду еще сверху специальным материалом, что оно быстро будет стекать. Одна из посылок мне пришла разбитое стекло. Решил я уже проверить, думаю, и дверь в душевую кабину, бо не дай бог. Слава богу, вроде бы все целое. А вот что случилось с посылкой, видите, как упаковали тупо. Это стекла для камина мне надо поменять.
Два маленьких пришли нормально. И заметьте, что все посылки, которые приходят с какими-то такими вещами опасными по углам, ставят либо пенопласт, либо какую-то коробку. Здесь вообще ничего, просто вот завернули стекло в коробочку, то есть в картон. Первый раз я вижу такую упаковку дурацкую. Видите, что случилось? Такая вот хрень. Одно такое стекло стоит в разных местах от 100 до 150 евро, а то и выше. Я уже дверь проверил бы. Блин, стекла для камина разбитые пришли. Ну, смотреть плитку душевую. Ну и с этой трещиной тоже вам скажу такой нюанс. Вот делаете вы цену, допустим, на какую-то работу. Ну что здесь было? Просто трещина, просто черная от плесени кусок потолка. Расшил, обычно, расшил трещину, зашпаклевал. Здесь не то, что трещина и простая трещина. Вот там оказалась целая такая металлическая балка, которая держит потолок. И, в общем-то, здесь, в этом доме, их полно таких. То есть, опять же, прибавляется работа. Как бы вы ни считали, всегда у вас какие-то будут непредвиденные растраты и работы. Всегда надо это учитывать. Ну и сделал все по правилам, так как оно должно быть. Грунтовкой прошел. И зашпаклевал даже не гипсовой шпаклевкой, так как это место уже видно такое опасное. Я его сделал специальной на основе извести и не знаю там еще чего. В общем, не боится оно сырости, уже не будет так быстро плесневеть. Конечно, в таких местах всегда говорю, что хорошо, когда помимо окна все равно стоит естественная вытяжка с вентилятором. Окно вы можете открывать, не открывать, помылись, холодно, оно обычно закрытое. Именно поэтому образуются такие вот островки плесени. Ну и конденсат плюс. Так, ладно. Быстро надо сложить это все. Так, ну и надо, наверное, пока там сохнет, посмотреть этот унитаз. Когда сливаешь воду, вот тут вот течет. Я не пойму, по стенке не течет ничего. По унитазу, по унитазу, но течет тут. То есть там тоже непонятно, и надо проверить, этот слив внизу, в каком он состоянии. Сама эта штука не держится. Видите, какие-то еще старые системы. Я таких и не видел даже, первый раз вижу. Настолько она старая. Должен быть краник, надо открутить эту краник. Мне... Блин. Краник. Он. Так, сливаем воду. Где кнопка? Окей. Теперь надо взять плоскогубцы, ключик и открутить это. Все время у меня куча есть всего инструмента. Я его везде разбрасываю. С одной стороны удобно, все можно найти. А с другой стороны, когда делаешь разные работы, он должно быть где-то по ящикам все лежать. Это каждый раз надо ложить на свое место. Я не могу себе приучить и все.
Вон же у меня, я купил новую. Кстати. Да, она сюда подходит, как ни странно. Что вы знаете, что у меня есть в Италии? Силиконовое мастило. Так, могу я туда пшутнуть? Фиг я туда доберусь. Можно было бы разрезать-то и все. О, пошло. О. Все, видите, она дубовая просто. Даже не гнется вообще. Должна быть мягенькая. Такая. Все. Кстати, здесь сейчас показываю то же самое. Показываю. Вот видите. Так, это более-менее, ну хотя бы, видите, она более плотная. Ну я не знаю, ли я могу туда свою ту трубочку, что купил. Сейчас посмотрим. Так, вот моя это, то, что осталось от того унитаза. И она туда действительно входит. Она входит туда, и вот это входит уже более плотно. То есть вот так она должна быть. Да, поставим сюда и эту тоже. Ну а здесь поменять вот это. Здесь, слава богу, силикона нету никакого. Просто поменять вот эту. Я уже показывал на другом унитазе, то же самое делал. Ну, не знаю, новые зрители, возможно, кто-то и не видел. А может, кто-то и не видел вообще последнее видео, как чистили выгребную яму здесь. Потому что я так смешал, там, может быть, и неправильно, и мамалыгу приготовления, и чистку этой ямы. Ну, не знаю, просмотров было мало. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Действительно замечательно выходит. Клей, кстати, для этих красных труб или оранжевых продается специальный, очень удобный, быстро сохнет и очень надежный. 6-7 евро он стоит. Кстати, а я очки искал. Ну вот скажите, кто будет вам делать вот так вот внутри унитаза играться? Вы же все равно не увидите. Придете, унитаз стоит. Слава богу. Так. Все, такое у меня получилось тут. И этот весь край я еще потом пройду еще раз резиной. Нормально. Здесь что-то можно чуть-чуть. Ну и по-быстрому покажу процесс работы.
Все замечательно. Ничего не капает. Ну все. Получилось. Ну, когда у нас что не получалось, правильно? Сюда идет такой стаканчик. И еще это. Ну, я так понимаю, что это отсюда. Ну да. Все. Все это уже закручивал руками, все здесь зашло. Ну и когда проверю, когда высохнет все, ну хотя бы тут силикончик, можно уже проверить. Если ничего не будет течь, еще здесь поставлю какие-то кирпичи, так, чтобы был всегда доступ и контроль. Что-то легенькое такое. Может здесь и здесь, чтобы было открыто всегда. Не знаю, можно здесь слегка просиликонить, попробовать. На всякий случай. Что делать? Легче будет крутиться. Так, повырезал я кусочки сюда. Теперь надо вырезать вот эту. Здесь у меня будет дверь для душевой кабины, она закроется. Достаточно половинки. И вот это вот тоже надо вырезать треугольник. Показывать не буду, пыли много будет. Так, ну все у меня готово. Вот это я купу времени потратил на эти все вырезания. Сейчас буду ставить. И уже будет кусочек, следующий этап сделанный.
Здесь я вырезал только половинку, потому что она все равно потом закроется стеклом для душевой кабины. Что многие даже не хотят браться за такие работы, потому что у них терпения нету. Им что угодно, они будут грузовики с мусором разгружать, загружать, только не это. Все. Он кусочек поставил. Нормально. Ну и чтобы вам не казалось, что у меня все так скучно, я работаю всегда под музыку. You weigh me down. You don't care, no one measures up to you. One day soon you'll taste that medicine of yours, and karma will hit you hard. Oh, it's about to blow up in your face. Hella, yeah. Excuses causing bling want me to think. Give me a break. You're hella fake. Go back to being nothing. Так, с плиткой я говорю, чуть-чуть мне не нравится, что я не смог подобрать этот цвет. Возможно, можно было бы и можно. Но просто мне Света сказала, говорит, мне не важно это все. Цвет там, узоры какие-то, мне лишь бы, чтобы было функционально.
ничего не затекало. Когда вас человек так настраивает, очень сложно сказать, что она ничего не понимает, я сделаю хорошо. У меня уже впритык времени и терпения. Эти все реставрационные работы меня уже съели просто напрочь. Ничего я вам особо не объясняю по установке плитки. Я не плиточник. Я где так делаю. Для меня не... Каждый раз по-разному. Я вам скажу только один нюанс. Я работал со многими плиточниками. И вот это вот быстро ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. И когда случается, что-то надо либо поправить, либо переделать, я открываю, а там на 2 точках часто плитки держатся. У меня были такие случаи. Купили на пол плитку в одном офисе, а она такая тоненькая, вот типа как эта, но она типа можно ложить на пол, но это хотя бы такая материал прочный. А там вообще она на стены должна ложиться. Тот купил на пол. Плиточник намазал клей этой всей вот этой вот штукой, гребенкой, приклеил. Застелили картон, работали, закончили работу. Я убираю, лестницы, естественно, потолки делали. Убираю эту картон, треснутая плитка посредине коридора вот так вот. Я начинаю сбивать, а она пустая внутри. И когда он еще ложил, я помню, что что-то там, она как будто дышала, знаете, когда она такая длинная была, 1,20 на 60 см. И почему я всегда перестраховываюсь? Да, я знаю, что она будет... я когда положу вот так вот, даже какими-то небольшими точками, я знаю, что она закрепится. И мне пофиг, кто там что думает. Я знаю, что сейчас там плиточники. Сколько ты ложить будешь? У меня это очень важное место. С той стороны комната, салон. Понимаете? Мало того, что я уже резиной здесь прошел. И я хочу просто приклеить нормально и спать спокойно. А там, кто любители быстро все это ложить, от меня не убудет лишний час, если я... Потому что здесь Марьян тоже делал эту стену, и она изначально не очень-то ровная. Теперь мне вообще важно, видите, уже чуть-чуть уходит. Правда, вот эта плитка, она пошла вовнутрь. Вот эта плитка уже неправильно стоит, верхняя. И что делать? Вот мне надо сыграть, чтобы оно совпало потом с той более-менее. Но это нормально. Так что вот так вот. И даже несмотря на то, что стена это неровная получается, оно почти не видно, но оно выйдет красиво наверх. Так вот что. В общем, работы еще куча. Меня опять никто не торопит. Уже окончательно, я уже хозяйку Свету говорю: слушай, ты мне хотя бы объясни, сколько у тебя денег осталось. Бо она не хотела говорить, типа, это не твое дело. Да, естественно, не мое. Она говорит: ты мне сделай цену. Хорошо, я ей сделал цену. Оказывается, у нее в 2 раза меньше денег. Да какой смысл делать цену? Я говорю: ты мне скажи, на какие деньги ты рассчитываешь. Правильно? И теперь я должен что-то убавлять. Так, мало. Вообще, куда я иду? Стоп, я заболтался. Видите, у меня здесь опять эта линия идет. Вот эти вот, опять же, цена на плитку, на любую работу. Где-то она ровно пойдет, а где-то вот эти вот кусочки, я не знаю, что ставить какой-то кусочек, старого у меня нету. Я могу вырезать с нового вот эту. В общем, не буду я вас больше мучить. Покажу я вам конечный результат, чего у меня уже получилось. Все здесь закончено. Осталось пройти стуком для плитки. Здесь так, как получилось, так получилось. В общем-то, я Свете показал. Ее все устраивает. И цвет, и она довольна. Опять же, я подстраиваюсь под клиента. Кому-то эта бы работа, конечно, не подошла. Надеюсь, уже 100 раз объяснял, что у каждого клиента свои запросы. И я вам так скажу, нравится, не нравится, вот если бы здесь был клиент рядом, я бы сказал: иди мне купи, то, что ты мне купишь, я поставлю. И он мог бы неделю бегать, подбирать, прилаживать, менять, и все равно получалась бы ошибка его.
Ну, напоминаю вам, что Свете надо просто закончить это все. Все эти ей мелочи, они... Смотрите, она сделает большой, огромный ремонт. То есть основное. Квартира уже, я вам говорю, что на 80% готова, дом. Все остальное со временем, все эти мелочи, это можно вообще сверху заложить другой плиткой, я не знаю, покрасить, взять, все, есть краска для плитки. Купа вариантов, но основное будет сделано. Вот в чем смысл вот такого закрывания глаз на всякую дребедень. Главное, что все будет работать и ничего не будет затекать. То есть вы же помните, что проблема была в сырости здесь. А вставок здесь странных полно, знаете, вот я вам говорю, что в конце, когда я закончу, вы даже не заметите, что что-то это ненормально. Или человек, который зайдет, да, он увидит, что что-то не так. Ну а вот эти тогда вставки, они же уже существуют, правильно? Так что какая-то вставка там, она никак особо не отреагирует на вид этой квартиры или этого дома. Зеркало скоро приедет, тоже поменяю. Термосифон уже приехал, надо еще поменять. Бедняга, он устал, просто устал.